Ребята, всем привет! Вы не представляете, что у нас происходит. За 5 лет жизни в Грузии я такого вообще не помню. Это, наверное, в первый год было -5 первый раз за все время. Я вам сейчас покажу. Это просто не курорт Черного моря, побережье Черного моря. Это просто Сибирь какая-то. Вот видите, у меня здесь цветы скоро зацвести должны были, прям шапкой розовой. У меня здесь укроп, петрушка, редиска. И посмотрите, все в шапке, в снежной. И он не останавливается. Дети вон играют в снежки. Ну, конечно, для Батуми и вообще для вот этого региона, вот здесь вот прям на море, это очень большая редкость, когда вот такой вот снег. Посмотрите. Красота какая. В общем, я не знаю, сегодня столько дел, надо к нотариусу съездить. У меня учеба, у меня сейчас йога, дети в школу. Миланка сейчас собирается, Матвей уже ушел. И просто я выхожу на террасу с утра, а у нас тут лимоны в снегу. Видите, это у нас лимоны выросли на террасе, а здесь вот так вот все снежно-снежно. А подружка мне сейчас звонила, она в Орби, вот наши апартаменты, их не видно практически. Она говорит, на нас нашло облако, и мы как будто ежики в тумане, вообще ничего не видно. У нас тут еще какая-то видимость есть, а они вон там на верхних этажах, высотках, говорят, мы просто в белой пелене. В общем, вот такая у нас классная погода. Но все равно мы вас ждем в Грузии, в Батуми, в наших апартаментах. Скоро это все растает, это ненадолго. Сегодня -1 градус, и я прям сегодня, было даже солнышко с утра, я хотела, снег уже шел, но было такое солнышко, и была такая классная прям солнце и снег, и я прям Уляне звоню, говорю, надо идти плавать в море. Потому что я помню, как я во Владивостоке это делала, я постоянно зимой ходила, а там же ветра, выходишь из моря, тебя ветром прям обдувает, как вот на крещение люди купаются. Я купалась каждый день, в 6 утра мы ездили на море, и я плавала прям, тоже снег, сугробы, я прям заходила в море. Море не замерзало, так чуть-чуть возле берега был лед. Я прям сейчас вспомнила, как будто я во Владивостоке. Ой, какое солнышко. Вот такой у нас февраль, смотрите, да? Солнечная Грузия. Да, Вахачка? Аля, не надо ничего. Счастья в жизни нету. Счастья у тебя нет в жизни? Эх. Что за какая погода-то? Погода вообще просто чудесная. Время отдыхать в Грузии. Добро пожаловать в Саакашвили. Да, ребят, приезжайте. Райское место. Мы живем в раю. Место, которое Бог подарил грузину. Смотрите, какое место он нам подарил. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Ребенок, видите, помогает, убирается. Я уже вот в полном обмундировании собралась на йогу. А еще, ребят, я хочу вас познакомить с нашим еще членом семьи. Да? Членкой. Иди сюда, Лиса. Посмотрите, какой у нас теперь есть дружочек. И кот. В общем, у нас кота Милана принесла недавно, где-то, наверное, месяца полтора назад с улицы. А вот этого нам москвичка приехала. Вот эта москвичка к нам приехала. С паспортом, со всеми вакцинами, с чипами. В общем, породистая. Вот такая маленькая шпицуля. Но... Ребята, ну вот оно. Наше пополнение в семье. Там уже все думают, что я беременная. Я знаю уже. Я так и подумала. Это доча маленькая наша. С Москвы прилетела к нам аж малышка. Дай скажи, мам, прошу любить и жаловать. Ой, сейчас вообще будет что-то, да, вот? Там, все? Думали, что беременная вся, да? А тут родила. 9 месяцев, кстати. Да, 9 месяцев? Да, носила. Теперь вот она у нас тут вот бегает. Миланка сейчас пока там полы моет. Так они дома у нас тусуются. Но на террасе им тут раздолье. В этом году будем пол делать, потому что кафель надо убирать, эти все ковры. Вот, потому что я, конечно, не представляла вообще, что я буду с собаками и с кошками когда-либо, потому что я как-то не очень к ним относилась. Но вот сейчас уже за это время, за месяц жизни с котом, я уже поняла, что это такие эмоции. И дети с утра просыпаются счастливые. Секундочку, нам собаку повезли, так что не пешком. Собаку? Да. Солнышко.
Милана. Это не сон? Это не сон? Милан, проснись, ты во сне. Ну вот, у нас новый член семьи теперь. Да? Опускай ее. Мила. Давай. Господи. И Вахтанг тоже сначала говорил, нет, нет, ни в какое. Сейчас уже, вот представляете, у нас теперь и кошка, и собак, вообще и вообще полный дом у нас всего. Кот у нас, и собачку надо будет выводить, она у нас пока на пеленку ходит. А этот у нас прям, вот у нас там санузел, и он прям ходит в лоточек с первого же дня. Такой уличный кот, но очень умный, и прям красавчик он у нас. И они играют, они так подружились, они прям как это, брат с сестрой. Видите, смотрите, как он с ней прыгает, вообще играется, это просто нечто. Это так у нас забавляет, мы тут прям вечерами сидим с ними, играемся, смотрим. И на улице снег, все, я сейчас пойду по сугробам, поснимаю вам еще нашу улицу. Видите, как он с ней играется? Он ее так прикусывает ласково, гладит ее тоже так это, она его. В общем, вот такие у нас теперь еще двое деток появились в семье. В общем, все, ребят, я одеваю уги и иду заниматься спортом. О, ребят, классно, конечно, вообще. У нас, посмотрите, тут во дворе какие елки сказочные. В общем, я одела Матвеиные резиновые сапоги по колено и иду в сапогах. Люди стоят в замешательстве. Грузины вообще в шоке, наверное, от такой погодки. Потому что в основном все здесь, конечно же, на летней резине ездят. Ну, как бы вот сейчас это просто нонсенс, вот так вот отгребать машины для грузин. Дети в снежки играют. Уже, смотрите, пальмы в снегу. Классно, да, смотрится? С зонтиком народ идет. В общем, сейчас я вам покажу, как тут все. О, какие сугробы. Если он так будет валить, этот снег, конечно, тут все заметет. Вахтанг еще спит. Я говорю, вставай, пошли уже, это машину надо очищать. Ну и как раз пока иду, сейчас расскажу новости. Как у меня вообще обстоят дела, потому что очень редко сейчас стали снимать длинный контент, в основном короткий я снимаю. Вы живете в Грузии и имеете счет в Кредобанке, но еще не попробовали мобильное приложение MyCredo, вы упускаете множество удобных функций. Почему стоит воспользоваться MyCredo уже сегодня? Доступ к финансам 24/7, в любое время и в любом месте. Выгодные международные переводы с низкой комиссией, идеально для экспатов. Умные депозиты, которые помогают копить и приумножать сбережения без лишних хлопот. Нужна помощь в регистрации или обновлении номера телефона в приложении MyCredo? Не беспокойтесь, видеобанкинг всегда на связи. Просто запросите сеанс, и специалисты помогут вам во всем. Переходите по ссылке и начинайте пользоваться MyCredo уже сегодня. Вот все в обучении. Сейчас у меня 3 обучения, вчера я купила 4-е. Ну, уже сказала мужу, говорю, давай помогай, потому что там надо домашние задания делать. Ой, я вам буду сейчас не себя снимать, а красоту и говорить с вами. И как раз расскажу вам по дороге, что вообще у нас происходит. Посмотрите, наши заснеженные батумские улицы. Это вообще очень сильно на контрасте, да, от солнечного Батуми, как обычно, до теплого. В общем, у нас какие сейчас дела? Так как сейчас у нас не сезон, вы понимаете, да? На майские праздники у нас в основном народ приезжает. Вот, на Новый год было очень много народу в апартаменты. Но сейчас у нас такой, как бы, мини-отпуск. Вахтанг занимается такими, как бы, всякими текущими бытовыми вопросами. В общем, где-то там станцев Миланку забрать, что-то там такое, съездить куда-то там, что-то в апартаменты подкупить. Но у нас, конечно, сейчас работы нету.
Вот. В основном в Грузии это вообще сезонная работа у многих, кто занимается арендой. Вот весь сезон мы не можем никуда уехать, потому что у нас гости приезжают. Мы их заселяем, выселяем, встречаем. Я вас беспокою по поводу аренды апартаментов. Мне надо на 2 человека с 30 декабря по 4 января. Что-нибудь получше и покрасивее. Какая была бы цена, и если вам не трудно, сбросьте мне фотки. Вот все, когда узнали, что я хочу в Грузию на Новый год, начали прибиваться в друзья. Ну, цены хорошие, $50 вообще ничего не стоит. Я живу в Каннах, так что хорошая цена. Вот. И потом, помогли ли были вы что-нибудь зарезервировать в ресторане, какой-то праздник, чтобы была какая-то программа праздничная? У меня просто няня грузинка, и она мне всегда помогает растить двойняшек. И она всегда говорит, съездите в Грузию, и там вообще так классно. Вот. И она меня уговорила. Плюс ее родственники все уже меня ждут по телефону, так, как говорится, знают. Так что я на неделю хотела бы, и вот я с подругой пока что думала, там еще наши друзья хотят подключиться, и уже вроде бы мы 4, и нам нужно что-то тогда побольше. И чтобы было 2 спальни. Вахтангу постоянно пишут сейчас перед Новым годом, ребят, чтобы мы зарезервировали столики. Вот у нас рестораны, посмотрите, горят. Прям возле наших апартаментов. Вот это вот шикарный ресторан. Сенат называется. У нас на канале есть ролики про рестораны. Вот это Панорама. Наверху прям видовой ресторан. Это все вот в пешей доступности. Вот ресторан на Новый год будет. А он прям на море, с выходом на море. Вот это ресторан. То есть мы находимся прям в центре, в эпицентре всех этих ресторанов Акрополис. Ну, в общем, расскажем вам вообще. Смотрите вечером, как горит у нас стадион. Видите, переливается. По стандартам. Всего один, это у нас проходит люкс такой всего один, и поэтому, я не знаю, вот на сколько дней вы хотите? В общем, народ на Новый год планирует приезжать в Грузию. Прикрепить флаг и такой. Как на Луну. Такую штуку намотать, короче, и... Ну, это осталось только в моих фантазиях. Ничего, в следующий раз сделаем. В следующий раз мы поедем? Да. Да? Только не туда. Муж мне сказал, поедем. Я прям очень хочу, мне понравился Дубай. Мне не понравилось. Ну ты потому что в Дубае не был. Типа в Абу-Даби больше не поеду. Ну вот, я и говорю, в Дубай поедем. Хотя в Абу-Даби я бы съездила в Лувр, сама бы там погуляла. Ну, ты что делаешь? Роняешь мандаринки. Аркадий собирал в деревне сегодня. Посмотрите, он еще и жонглер. Каких только талантов нет у этого человека. И поет, и танцует, и жонглирует. Да. Весело, в общем, с тобой жить, я тебе скажу. Вы понимаете, у нас горы. Когда приедешь в наши апартаменты, кушать, готовить здесь, посуду мыть здесь. Вещи повесишь здесь. Захочешь помыться, заходишь сюда, вот там мыться, вот там душ. Обязательно туфли снимай, вот сюда ложи. Захочешь раздеться, сюда повесь вещь. Обязательно свои носки, маски, трусы, все сюда ложи, никуда не оставляй нигде. Захочешь спать, ложишь сюда. Если ребенок будет или кто-то, туда ложи его. Он открывается. Пойдем покажу дальше. Захочешь кушать, вот что, вот здесь кушай. Это горячий, он обогревает. О, как утюг. На нем можно яичница готовить. Наш балкон, посмотри какой. Вай, какая красота. Посмотри, вай, щенки, нацвали, нахер, какая красота, посмотрите, здесь море, здесь горы, здесь дом. Это наша Италия. Загораться тоже будешь здесь. Вот здесь садишься, загорает весь муж, жена. Можешь с девушкой тоже здесь загораться. Цветы, меты, вино, шмино, ай-уй. Романтика. Работать будешь здесь. Отдыхать, спать будешь здесь. Смотрите, как красиво. Я прям не могу. Вот. А сейчас мы больше в таком расслабленном темпе живем. Здесь у нас, смотрите, клубника. Продается возле дома цветы. Вчера Вахушка мне тоже купил букет цветов. Вот. И я решила начать обучаться. Вот, так как, может, вы кто-то знаете, уже кто подписан давно, я рассказывала в своих каких-то роликах, что у меня с детства наблюдался синдром дислексии, и потом я уже в взрослом возрасте это поняла, что у меня сложности в обучении были. Я очень плохо училась, и когда уже Матвей пошел в школу,
моему сыну было 7 лет, у нас с Матвеем тоже возникли сложности. С Миланой, кстати, таких сложностей не было. У меня есть на канале несколько роликов, где я об этом говорю. Вообще об вопросах образования в Грузии, как мои дети учатся, где мы учимся. Но мне часто пишут и спрашивают, где учатся мои дети. Рассказываю, это частная школа в Батуми, и я очень довольна. Здесь отличные учителя, теплая атмосфера и дети, что самое важное, учатся с удовольствием. А еще в школе часто проводят крутые тренинги для детей и родителей. Особенно радует, что классы небольшие, всего по 8-10 человек в классе. Практически индивидуальный подход к каждому ребенку. И сейчас в нашей школе идет набор на тренинг по общению. Проходить он будет с 24 февраля по 1 марта. Кстати, мы с детьми уже проходили этот тренинг ранее, и он нам очень помог. Теперь лучше понимаем друг друга и легче находим общий язык. Так что если вы ищете школу, где ребенку будет хорошо, рекомендую. А подробнее о школе можно посмотреть в моем YouTube-обзоре. Ссылка на мой канал в описании. А также смотрите в моих закрепленных сторис «Школа». И если есть вопросы, пишите в комментариях, отвечу с радостью. В общем, сегодня хочу еще, пока вот сейчас иду, если не запыхаюсь по сугробам, расскажу вам свою историю, почему я сейчас обучаюсь активно. Кто еще не знает, мне 47 лет. Сколько лет? За 20. Конкретней. 47. Красивая? Не всегда. Конкретней. Редко. Умная? Конечно. Конечно что? Конечно нет. Вот. И в прошлом году я поставила себе такую амбициозную цель привести свое тело в физическую очень хорошую форму и стать моделью. Вот, я все время это говорю, мне это веселит. Если бы мне 5 лет назад сказали, что в 47 я буду каждый день заниматься спортом, плавать в море, учиться искусственному интеллекту и правильно питаться, я бы, наверное, посмеялась и налила себе бокальчик грузинского вина. Ну вот она я, и сейчас мое расписание похоже на график президента. В 50 лет стать моделью, ну а что? Кто сказал, что в этом возрасте поздно ставить амбициозные цели? Мне кажется, наоборот, самое время. Жизнь только начинается, если ты сама не решила иначе. Подъем в 7:30 утра, в 8 я уже на бульваре с тренером по скандинавской ходьбе, потом сразу море, февраль на минуточку, температура воды +7. С 10 фитнес, йога, стретчинг, все расписано по дням. С 13 до 15 учеба по искусственному интеллекту и блогингу. Вечером хамам 4 раза в неделю. 3 литра воды в день, протеин, коллаген, отказ от алкоголя полностью, баланс, БЖУ, никакой жесткой диеты, просто осознанный подход к еде. А теперь главное, зачем я это делаю? Я точно знаю, что многие из вас смотрят на меня и думают: ого, но если она может, то может и я смогу. И знаете что? Да, сможете. Я не идеальная, мне тоже бывает лень, хочется завернуться под плед и сказать: сегодня мой день для чая и сериалов. Но я знаю, что если я сдамся, то кто-то из вас тоже решит, что можно отложить мечты на потом. А потом это никогда. Так что я продолжаю и мотивирую вас делать то же самое. Девочки, давайте двигаться, развиваться, кайфовать от жизни. Ведь у нас впереди столько всего классного. Вот, и что я сделала? Конечно, я нашла тренера. Сейчас у меня тренировки каждый день, и кроме воскресенья и субботы. Вот, но в субботу я обучаюсь с 10 до 3. У меня обучение по субботам. И каждый день практически у меня обучение, тоже по 2-3 часа я обучаюсь. Я обучаюсь сейчас искусственному интеллекту. Он не знает, кто я, и всю мою историю. Я сладкая, как море. Ну, это короткий контент больше в социальных сетях, так как у нас Инстаграм развивается хорошо, ТикТок, и вот YouTube мы тоже развили до 150 на час, так как у меня нету регулярности. Вот, с дисциплиной тоже непорядок, и этому я тоже сейчас обучаюсь. Я начала активно покупать курсы. Вот курс по искусственному интеллекту, который стоит $1000. Потом курс, получается, по ведению социальных сетей, по короткому контенту, VIP-тариф у меня тоже около $700. И вот вчера я купила еще один курс за $850, тоже по внедрению ассистентов в социальные сети. AI-ассистентов, искусственный интеллект. Потому что, ребят, мы реально поняли в какой-то момент, что мы не обрабатываем заявки, которые мы создали через социальные сети, через тот же YouTube, Instagram.
Вот, и, конечно же, хочется повышать свой уровень жизни, хочется развиваться, хочется путешествовать. И ты создаешь воронку, тебе пишут люди, а ты не успеваешь физически с ними со всеми повзаимодействовать. Поэтому я прохожу обучение. И вот с понедельника Вахтанг уже тоже присоединяется ко мне. Я сказала, что будешь домашние задания по 3-му обучению, по 4-му уже обучению делать ты, говорю, потому что я это просто физически не осилю. Плюс у меня еще нагрузка по спорту. Еще вот тепло было, я еще теннисом занималась большим. Сегодня ровно месяц, как я не ем сладкое. Уже год не употребляю алкоголь. Веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, занимаюсь регулярно спортом. Такой статус сегодня прочитала у одной дамочки. Не знаю, кто она, но молодец, девка. Тоже вам об этом не рассказывала, но короткие ролики у меня есть, поэтому подписывайтесь на меня, пожалуйста, кто еще не подписался, в Инстаграме, в ТикТоке. Я буду очень рада. Вот, а так мы рассказываем на нашем канале. За 5 лет жизни в Грузии я рассказываю историю о своей жизни в эмиграции. Как я тут вышла замуж за грузина. Через полгода жизни в Батуми я познакомилась с моим уже нынешним мужем. Его зовут Вахтанг. Он грузин, беженец из Абхазии, родом из города Сухуми. Когда в Абхазии была война, он с родственниками переехал в Москву и прожил там 24 года. В 2016 году он переехал из Москвы в Батуми и здесь уже стал заниматься туризмом и управлением апартаментами. Поженившись, мы с Вахтангом открыли агентство бизнес-туризма и недвижимости My Georgia. Занимаемся управлением и сдачей апартаментов, консультируем людей по вопросам иммиграции, помогаем с адаптацией, организуем туры по Грузии и помогаем приобретать недвижимость. Иммиграция в Батуми очень мягкая, так как совершенно нет языкового барьера. Молодежь англоязычная, но люди в возрасте 40 и более лет практически все говорят на русском языке. И несмотря на пропаганду в СМИ, грузины очень теплые и гостеприимные люди. И все, кто приезжают без излишних ожиданий и с уважением к этой стране, просто не могут в нее не влюбиться. Как обучаются дети, как мы тут путешествуем, как мы организуем туры. К нам постоянно приезжают подписчики наши с подарками со всех стран. С Казахстана, с Украины, с Белоруссии, с Израиля, с Америки. В общем, отовсюду. С Канады. И вот социальные сети нам дают такие возможности общаться с людьми. Даже когда как-то у Вахтанга была остановка сердца, тоже у меня есть ролик, который набрал много просмотров в Ютубе. Ой, у меня, по-моему, этот снег, да, капельки такие, снег растаял на экране. В общем, когда у Вахтанга была остановка сердца, мы с ним не так познакомились, и как раз через какое-то время вот у него был как микроинсульт. Мы ездили обследоваться в Турцию. В общем, нам написало, просто вы не представляете, сколько людей с предложением о помощи. Типа там и в Израиль нас звали, чтобы типа Вахтанга надо прооперировать только там и в Тбилиси нам уже доктора нашли наши подписчики. Ну, в общем, такую обратную связь мы искренне не ожидали. Тогда у нас было не столько подписчиков на ютубе и вообще не столько. Сейчас уже в общей массе больше 300 тысяч подписчиков со всех социальных сетей. Представляете, это какая масса уже? Ну, то есть, хотя у меня цель есть 1 000 000. Я хочу 1 000 000 на всех социальных сетях. Вот, но для этого мне нужно автоматизировать все процессы, чем я, собственно говоря, сейчас и занимаюсь. В общем, качаем физику, качаем тело. Вахтангу. Еще почему я решила заняться здоровьем и правильным питанием сбалансированным. Я сейчас считаю колораж постоянно. В общем, я ни на каких диетах не сижу, я просто сбалансированно питаюсь. И все время слежу, какая у меня норма жирков, белков и углеводов. Представляете, до чего дошла? Но на самом деле я уже втянулась. Уже год практически я хожу в спортзал. У меня, смотрите, спортзал, стрейчинг, йога. Там тоже у нас на йоге. Я вам сейчас приду, тоже поснимаю чуть-чуть свой день. Решила сегодня, вот из-за снега, снег, видите, меня спровоцировал снять для вас контент длинный в горизонтальном видео, потому что я все время вертикалку снимаю на телефон и короткие ролики выкладываю. А на длинный контент просто физически не хватает времени не то что снять, а обработать, потому что снимаю я много. Вот мы недавно ездили в снег, я еще этот ролик не выставила, мы с Аркадием, с нашим гидом, тоже очень много роликов на канале, где мы путешествуем с ним. И все время его рекламируем, потому что это наш близкий друг, человек, который очень ответственный. Мы недавно с ним ездили в город с друзьями,
Тоже там подписчики приезжали. И я сняла контент для длинного видео, но до сих пор его еще не смонтировала. В общем, все, кто к нам приезжают в апартаменты, в первую очередь мы предлагаем именно поехать в тур. Это вот с этим человеком. Потому что мы знаем, что он классный водитель. В первую очередь он был в сопровождении Саакашвили. Это значит уже доверенный человек, который может хорошо ездить, хорошо водит, и ему можно доверить. Потом, посмотрите автомобили какие. Это Телека у него. Еще есть микроавтобус, спринтеры есть. И если большая группа собирается, то длинные большие спринтеры есть. Вот. Также говорит он на нескольких языках. Вот. Ну и самое главное, знает и историю. Делает изумительные шашлыки. Это все мы снимем обязательно. Покажем сейчас. И знает очень хорошо локации. Плюс к тому еще у него есть квадрокоптер, это я всем говорю. Снимает ролики, рилсы. Представляете? Вот так и живем. Люди стоят на остановках. Здесь у нас хачапури продается. Хачапури я уже не ем. Хлеб я тоже не ем, только черный, зерновой. В общем, от грузинского хлебушка я пока отказалась. Конечно, это очень тяжело было сделать. Кать, ты лучше расскажи, как тебе похудеть туда вот? Ну, Кать, вот я аэробикой занимаюсь и бегаю на месте, и все без толку. Американская диета, Зиночка. Расскажи, Кать? Я страсть как люблю всякие диеты, только они мне не помогают. Утром одна сырая морковка, в обед одна отварная морковка, а на ужин одна на мелкой терочке. На мелкой? На самой мелкой. Ну, ребят, за 5 лет жизни в Грузии реально я понимаю, что как-то хочется реально выглядеть хорошо. Поэтому я занялась вот так активно спортом. И не ленюсь. Дети-то уже подросли, и можно себе позволить и в спортзал походить, и поучиться дети, потому что уже самостоятельно ходят в школу. Ну, Матвей-то уже вообще большой ему. Мы сюда приехали, Матвейке было 11 лет, Милане, получается, 4. Ну вот и считайте, 5 лет мы уже здесь. Матвею уже в этом году 16 будет, Милане 10. Короче, дети очень быстро растут. Конечно, особенно чужие. Если свои так растут, чужие так вообще. Вот так вот они выросли у меня здесь, в Грузии. Сейчас мы делаем документы, и летом мы планируем в июле поехать с детьми тоже на обучение, на лайнер. Вахтанг вроде нас отпускает, и сейчас занимаемся визами. Вот, поедем в Тбилиси делать визы. В общем, мы поедем учиться. С детьми тоже хочу, чтобы они знали английский. Здесь, в Грузии, можно выучить английский. Вот, но с грузинским у нас, конечно, не так все хорошо, как бы хотелось. И я тоже планирую. Вот сейчас я прохожу еще обучение, как правильно учиться. Потому что у меня с этим есть проблемы. Неусвоение информации идет. Поэтому нашла специалиста, который приехала из России. Слава богу, что сейчас начали приезжать специалисты. И вот как война началась, я уже говорила, что очень много бизнесов открывается. Люди приезжают, которые уже построили бизнес в России, в Украине и в Беларуси. Они уже знают, да, что здесь такое налогообложение на открытие ИП. И вообще на ведение бизнеса такое более упрощенное. Вот поэтому здесь люди приехали, специалисты приехали еще 5 лет назад. Ну, как бы сложно было даже ногти сделать. Вот, наращивание я делаю ногти. И 5 лет назад я не могла найти себе мастера. Сейчас уже и салоны красоты, и прям сети салонов красоты уже пооткрывали украинцы, белорусы, русские. В общем, конечно же, эта экономика Грузии развивается потихонечку. Сейчас уже, как вы знаете, вливания такие серьезные с Арабских Эмиратов в Грузию, там около чего-то там 6 миллионов долларов, да, вкладывают в эти острова, которые здесь сейчас отсыпают, и будет строиться у нас такой уменьшенная версия Дубая. Так что вот, ждем вас в Грузию. Я сейчас поднимаюсь, у меня уже тренировки начинаются. Я вот уже дошла, пока с вами разговаривала, в место силы. Вот здесь вот у меня проходят тренировки. И, в принципе, я дошла, ноги не промокли в резиновых сапожках. Поднимаюсь на тренировочку. Не, ну что, очень даже как бы хорошо. У меня такой пуховик найковский.
Очень удобный, длинный, очень теплый, с большими карманами. Реклама Найка. В общем, я вообще не промокла, ребята, и в принципе очень хорошо себя чувствую. При минус 1 градусе. В общем... Вот, ребят, слушайте, ну только зашла разделась, и только не успела зайти. Девчонки мне тут сразу это... Заходите, как вас зовут еще? Анастасия. Вот я вам сейчас познакомлю с Анастасией, потому что я только что шла, вам снимала как контент про предпринимателей, которые приезжают с России, там, с Беларуси, с Украины. И за 5 лет очень сильно развивается здесь бизнес в Грузии, и открывают бизнес. И даже тот, кто не открывал, там в России не было бизнеса, здесь приезжают из-за таких лояльных условий. Приятного такого налогообложения, вот, поэтому открывают ИП, частные какие-то компании открывают. Вот Анастасия приехала из России, мне тут только что вот на пороге сказала: Василина, хочу с вами познакомиться, и открыла клининговую компанию, вот хочет, чтобы я воспользовалась ее услугами и рассказала, если мне понравится. Расскажите про себя, Настя. Всем привет. Такая презентация. Меня зовут Анастасия, я вообще по профессии бизнес-консультант, но как потребитель услуг, в том числе клинингового сервиса в большом городе, в Москве, здесь не нашла ничего подходящего, решили попробовать организовать самостоятельно такой сервис. И действительно много есть над чем поработать, очень много нюансов, которые мы стараемся учесть. Поэтому будем рады прийти к вам, показать, чему мы научились, какие услуги мы оказываем, насколько тщательно проводим уборку. Будем очень рады вашей обратной связи, любой обратной связи. Конечно, уверена, что качество у нас безупречное, но всегда приходит менеджер на оценку объекта и принимает работу, и с удовольствием примет обратную связь, чтобы улучшить наш сервис. Пожалуйста, поддержите нас, мы будем очень рады. Вы работаете сейчас и с квартирами, и с апарт-отелями. В Сурбе работаете? На данный момент мы не работаем с апарт-отелями, мы работаем, делаем упор на жилую недвижимость, на послеремонтные уборки и на коммерческую недвижимость в частности. Что касается апарт-отелей, мы тоже готовы сотрудничать, пока мы находимся на этапе переговоров, потому что мы все-таки за то, чтобы платить клинерам, у них должна быть мотивация, чтобы выбираться тщательно, и пока не можем договориться об условиях, чтобы оплата таких уборок в апарт-отеле была достаточна для того, чтобы мы могли оплачивать нашим сотрудникам зарплату, чтобы они были замотивированы это делать качественно. Мы все-таки делаем упор на качество. Ну вот, ребят, видите, как сразу все происходит. Только я об этом поговорила, сразу вот пришла и встретила человека, который даже поделился своим опытом. Поэтому, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну вот это как бы избитая фраза, которую все блогеры говорят, ну что делать? Нам нужна эта ваша обратная связь, чтобы как-то продвигаться в социальных сетях. Сейчас вот мы дождемся, я сегодня даже быстро, оказывается, дошла в такую погоду, а тут у нас обычно вот коврички и все вот занятые места, но может сегодня из-за вот такой погоды не все девчонки придут, и здесь вот мы занимаемся, где-то человек 10-11, может даже больше иногда занимаемся, на улице продолжает идти снег. А вы оставайтесь дальше, потому что сегодня я продолжу свой день делиться с вами, как у меня проходит день. Если можно, я назвала компанию озвучу, я не профессиональный блогер, еще не умею это делать. Наша компания называется Аджара Клин, мы есть во всех соцсетях, и в Фейсбуке, и в Телеграме, и в ТикТоке, и в Инстаграме, можете найти нас везде. Хорошо, ну я оставлю, если кому-то нужно, если кто-то смотрит с Батуми, я оставлю, мы сейчас обменяемся контактами под этим видео, но вот сделаю еще такую рекламу, как бы поддержу человека. Ребят, еще хочу вас познакомить с моим тренером любимым, это Юлечка. Да. Вот с Юлей мы познакомились тоже где-то, наверное, год или, да? Когда мы? Уже больше года, наверное. Где-то в общем, 1,5 года у нас там уже было сообщество женское, и Юля пришла, и потом... Вот, да, как раз, вот. Мы там ходили, собирались, и вот, и потом я пришла к Юле уже на тренировки. Юля занимается... Сейчас сама расскажешь, чем ты занимаешься. Юля занимается йогой, тренирует меня. Я занимаюсь йогой уже более 10 лет. Преподаю я где-то уже около 4 лет. Приехала я из Украины, с Херсона. Да, я мамочка, у меня есть маленькая дочка, но при этом я уделяю время, я работаю с телом. Я помогаю людям сохранять свою красоту и молодость, также помогаю снять эмоциональное напряжение. Про массажи расскажи, что ты практикуешь. Да, я также еще делаю массажи, то есть мы работаем с телом на тренировках. Если у кого-то есть запрос и не доработали мы на тренировке, то есть зажимы и блоки мы снимаем еще непосредственно с помощью массажа. Также я делаю массаж скульптурирующий, который подтягивает кожу, расслабляет мышцы. И что еще? Все.
Ну вот так, видите, девчонки приезжают, кто с Украины, кто с Белоруссии, с России, и открывают, вот, занимаются вот такой вот деятельностью, которая помогает, опять же, нам выглядеть хорошо. В общем, у меня уже и диетологи, и тренера по фитнесу, девчонки, и вот все, кто приехал, ну, как бы можно сказать, все экспаты, вот, и, конечно же, я поддерживаю грузинских производителей, грузинские бизнесы, но вот в основном, так как я сама иммигрантка, да, общаюсь вот с такими девчонками. Вот. Сейчас у нас уже начнутся скоро тренировки. Занимаемся мы с Юлей по понедельникам и пятницам. В 10:30 у нас начинаются занятия. Вот до 11:30 час мы занимаемся. У нас полчаса идет физическая такая функциональная. Да, немножко, а потом уже мы продолжаем заниматься йогой. Классическая йога, хатха-йога, или же йога 8 кругов Сидерского. Если у вас есть желание, присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь к нам. Да, девчонки, кто из Батуми, женщины и мужчины иногда к нам присоединяются, но почему-то они у нас не задерживаются. Никогда у нас в общем, не выдерживают такой нагрузки, да. Ну вот как бы мужчины тоже приходят заниматься, потому что здесь в этом центре еще разные другие как бы есть тренера. Вот поэтому вот такое продолжение моего дня. Оставайтесь на канале, будет следующее. После тренировочки сейчас все подойдут. Мы сейчас сделаем разминочку и дальше пойдем. Ребята, ну видите, он не останавливается. Все, я на мостике постояла. В общем, пью сейчас 3 литра воды, даже больше. Ой, осторожнее, надо, очень скользко. Ну вот, хотела вам просто поснимать, что пока я занималась час, чуть больше часа, снег продолжает идти. Если он не остановится, будет в Батуми коллапс, по всей видимости. Потому что электрички, эти поезда, электропоезда, наверное, ходить не будут. Потому что сейчас вот девочка собирается в Тбилиси ехать. Мне кажется, это прям будут расчищать железнодорожные пути. И вообще для Грузии снегоуборочной же техники нет. Поэтому здесь, ну, как-то это все вот происшествие целое. Люди идут вон в заснеженных капюшонах. Но вообще это просто нонсенс для Грузии. Редчайшее для последних лет аномальное природное явление. В ночь с 17 на 18 февраля в городе выпал снег. Настоящий белый пушистый снег. Старожилы города утверждают, что последний раз такое было еще при Советском Союзе. Интересно, какие еще сюрпризы приготовила нам погода. Вот реально, когда мы приехали 5 лет назад, мы приехали в декабре, вот, в 2019 году. И тоже нам говорили, что 5 лет не было снега. И как раз он в 2019 году вот вышел вот такой. Был снег. Даже, мне кажется, меньше. А в этот раз, вот спустя 5 лет, опять вот такой снегопад в Батуми. Ой, как я люблю вот эти цветы. Надо прям снимаю специально, чтобы мужу показать. Вот такие цветы я просто обожаю. Они пахнут, я не знаю, как они называются, но они пахнут потрясающе. Уже тюльпаны продают вовсю. Скажу мужу, чтобы купил мне такие цветы. Вот. Красиво, нереально. Нереально, реально. Кто еще не знает, что я написала такую книгу и презентовала в 2016 году в Санкт-Петербурге на 600 человек. На этом был форум творческих людей, со всего мира приезжали разные писатели, музыканты, разные творческие личности. Я там презентовала свою книгу. И просто я восторгаюсь этой красотой нереально. Так красиво, ребята. В общем, написала книжку, и все, у меня была мечта снять фильм на эту книгу. Даже с режиссером познакомилась. Как-то был у меня тоже ролик, я прям такая в грезах была. Понимаю, конечно, что это как бы бюджеты колоссальные. Ну и как бы вообще кто я и кто я и где фильм, да? Ну вообще как-то. Также когда когда-то мне говорили, типа, господи, ой, что она там может написать, какую она там книгу может написать, парикмахер, типа, постоянно с неграмотной речью. И несмотря на это, книга моя до сих пор продается, сейчас я уже продолжение пишу. А сейчас, благодаря, почему я еще пошла учиться по искусственному интеллекту, потому что то, что сейчас происходит, да, в развитии искусственного интеллекта, я сейчас понимаю реально, что я могу на свою книгу
Я вообще как бы и книгу могу уже дописать благодаря как бы искусственному интеллекту. Творческая идея есть, но чтобы ее сформулировать, и раньше мне потребовался корректоры, дизайнеры, обложки, редакторы, цензура. А сейчас это все можно сделать благодаря и ассистентам, поэтому я и учусь, и как бы вас мотивирую тоже на то, чтобы, несмотря на то, что там возраст, не обязательно учиться нужно там, пока ты молод. Можно учиться всю жизнь, и в 50, и в 60, и в 70 лет. Вот я сейчас учусь. Осваиваю эти все технологии, потому что понимаю, что мы в таком росте находимся, что еще 2-3 года, и люди, те, которые не освоят и ассистентов, как бы их бизнесы очень сильно будут отставать от тех бизнесов, которые это используют. Поэтому сейчас то, что я прохожу обучение, я могу потом другим бизнесам помогать благодаря своим социальным страницам, потому что популярность в ближайшее время не будет уже такой популярности, как раньше, там радио, да, телевидение, кроме как популярности в социальных сетях. Вот, и я уже достаточно такой вклад внесла в свое развитие социальных сетей, и 300 000 аудитория — это очень такая внушительная цифра. Хотя я до сих пор не понимаю еще, ну, как бы, даже представить не могу, сколько это стадионов. Вот недавно я была в Дубае на форуме, который попал в книгу рекордов Гиннесса, и там было 6 000 предпринимателей, было в Дубае сразу на одном форуме. Я поняла, что 6 000 это так мало, но когда я смотрела, это же так много, их нужно было всех собрать, привезти в Дубай, пригласить этих спикеров. Кстати, там был спикер, один из спикеров, Роберт Кийосаки, книги, которого я читала, когда развивалась. Джон Кихоба, Де Шефер, Брайан Трейси и Роберт Кийосаки, конечно же. Бедный папа, богатый папа. Вот, такие бестселлеры уже, можно сказать, десятилетиями, которые тиражируются. Ну так вот, и 6 000 человек аудитории в Кока-Коле арене в Дубае. Ну это ничего, я думаю, у меня 300 000 подписчиков, людей, которые на меня подписались и которые со мной, ну, как бы познакомились. Ну это прям очень меня вдохновило. Там еще были разные спикеры, блогеры известные, американские. В общем, ну, очень классное мероприятие. Тоже я там снимала. Возможно, сейчас вставлю сюда какие-то фрагменты. Fast houses, like from models, if you have seen it somewhere. And we are also investing in some other products, like in IT, in media. На YouTube попадете. Наталья. Приехала из Санкт-Петербурга, подписчица написала мне: Василина, можно я к вам подойду? Конечно, можно. Она самая замечательная. Не бойтесь на самом меня. деле она очень-очень маленькая, и она классная. Просто у меня лицо такое, ну как бы у меня не 90, не 100 килограмм веса. Все думают. Ready? Are you ready? Alright. Let's welcome! Потому что я так и не смонтировала материал. Мы ездили в Абу-Даби, как раз у меня день рождения было. Ездили с Вахтангом в Лувр. Я все мечтала очень давно, когда видела эти картинки в социальных сетях. Лувр в Абу-Даби и Белая мечеть. Вот эти все места я посетила. И, конечно, безусловно, благодарность моему мужу, что он сделал мне такой подарок. Ну и я сама тоже. И мы съездили, и моя мечта осуществилась. Поэтому и сейчас я занимаюсь тем, что я мечтаю. Ну, я всегда была мечтателем, но сейчас я прям свои мечты реализую. Вот. И через книги, и через мои вот такие ролики я показываю вам, ребят, что реально, нереальное реально.
Вот, ссылочку на свою книгу, на первую, я оставлю тоже в описании. Кто хочет познакомиться с моей книгой, милости прошу. Проходите, читайте, оставляйте отзывы. У меня целый аккаунт есть в Инстаграме по отзывам на мою книгу. Поэтому тоже вот такое мое творчество, с которым я тоже хочу вас знакомить. Вот, и сейчас вот я обучусь и внедрю эту технологию обучения для создания буктрейлеров, потому что раньше я создавала на свои фрагменты книги такие маленькие зарисовки я всяких сайтов, я изучала разные научные публикации в 2016-2018 году про искусственный интеллект еще тогда. А сейчас, представляете, на дворе 2025. И какие сейчас технологии этого всего. Сейчас дойду до дома, все время камеру переворачиваю, еще иду, снег в лицо. Сейчас приду домой, Миланка пойдет в школу по сугробам. Мы, может, ее довезем, посмотрим сейчас и поедем к нотариусу. Надо документы оформлять и тоже вам поснимаю еще сегодня. В общем, сегодня такой весь день вы со мной гуляете по Батуми, по снежному, по сказочному, по нереальному. Вот. И, конечно, вас ждем в наши апартаменты. Приезжайте в отпуск, приезжайте с Грузией знакомиться. Приезжайте с нами знакомиться. Мы тут, мы никуда в ближайшее время отсюда не уезжаем. Дети ходят в школу. В общем, я тут занимаюсь спортом. Вот. И мотивирую многих, кстати, женщин на вот такие вот изменения себя. Ой, какая красота, ну это что-то. Когда-то 5 лет назад я приехала, я также ходила и как ребенок изумлялась каждому листочку. Я подходила и все время трогала и говорила. Ты смотрела, такая, посмотрите, какие листочки, они не пыльные, они все такие чистые, как будто маслом их натерли. А сейчас вот хожу и изумляюсь снегу, потому что уже действительно мы от снега очень сильно тут отвыкли. Вот последний раз мы ездили вот буквально на 2 недели назад. Его делают монахи. Там грамма сахара, воды нет. Это чистый натуральный сок. И смотрите, какая густая. И вот бутылка. Вот это вина. Смотрите, какая. Смотрите, вот. Смотрите. Мы находимся на такой высоте, правда, как боги. Вино богов пьем, находимся на такой же высоте. Осталось только крылья и взлететь нам, как ангел. Я хочу выпить. У аджарцев есть такой тост. У аджарцев. Геле Гурдани. Мы сейчас находимся в Аджаре, Аджарская автономная республика сейчас. Высоко в горах, горы Шуахеви. И я хочу отсюда выпить за Геле Гурдани. Геле – это река. Гурдани, то, что у него слева и с правой стороны окружает. И вот эта река, которая выше с гор идет посреди этих гор и доходит до моря. И то, что его окружает с левой стороны красота и с правой стороны красота, за это хочу выпить. За нашу прекрасную Грузию, которую мы видим сейчас отсюда. За всю Грузию. Я хочу выпить за нашу прекрасную Грузию и за всех картвель хочу выпить, за всех грузинов, которые живут в Грузии, и за всех людей, которые любят Грузию, которые приезжают в Грузию, которые уважают Грузию и грузинов. За всех тех людей хочу выпить в лице вас. Так что Сакартулус, Гаумар, Джос. Гаумар, Джос, Гаумар. Подождите секунду, левой рукой неправильно. Гаумар, Джос, Сакартулус, Гаумар, Джос. Далот свели опили полчони Сакартулус. Дай Бог, чтобы всегда благословенная была от Бога всегда, чтобы Грузия, чтобы никогда не было у нас войны, чтобы, как Аркадий сказал, Хеле Гурдас, Гаумар, Джос, у них, видите, я даже такое словосочетание не знал, я здесь в Аджаре это услышал. Это то место, где ты родился, где ты первые шаги сделал. Аркадий из этого местечка, я с Абхазии, я там сделал эти первые шаги. Все это вот одна целая, одна большая земля, все это Грузия. Я хочу, чтобы также люди приезжали сюда, также люди ценили, как мы ее любим. И за всех грузин, кто находится здесь, кто находится в эмиграции. Очень много наших людей находится в эмиграции, кто хочет приехать сюда и также вот так вот наблюдать вот эту всю красоту. Каумарджус. Так. Можешь видео снять?
Все, ребят, я уже к дому подхожу. Вот наши корпуса. Дома эти у нас, кстати, не такие старые. Где-то, наверное, лет им 8. Я думаю, что да, я купила, получается, уже 5 лет. Я уже здесь живу, в этой квартире. Как приехала, купила. Приехала в декабре, купила где-то в марте. Ой, в январе. А в марте мы уже переехали в апреле. Сделали ремонт. Ну, там был ремонт. У меня тоже на канале есть ролик. Если что, прикреплю здесь. Посмотрите, как мы только 5 лет назад заехали в квартиру. А сейчас у нас уже терраса такая большая. Мы ее уже закрыли крышей. А раньше у нас терраса наша была просто как открытая. Без окон, без крыши, без стен. А сейчас мы, получается, на террасе сделали как еще одну себе такую квартиру. И вот здесь вот, кстати, тоже с этой стороны такая же была терраса. И вот они тоже закрыли, сделали такую квартиру. Это редко такую квартиру можно купить. Мне прям фартануло, можно сказать. Вот. Подхожу уже к дому. Пойду сейчас собираться. А потом у меня учеба. В общем, оставайтесь на канале и продолжайте смотреть. Этот ролик будет длинный и увлекательный, по всей видимости. И долго я его буду монтировать для вас. Поэтому не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Они нам очень помогают.